Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такой брелок. Все очень просто и легко, и очень симпатично. Также оставлю под видео ссылку на заготовки. Для работы мне понадобится вот такая вот основа в виде сердечка. У меня их несколько. Сюда идет вот такой кружочек с цепочкой. И чтобы прикрепить вместе, вот такой разъемный кружочек. Буду использовать я Страза Микс, клей уху, карандаш. И для удобства работы переливаю все в аппликатор. При работе я всегда рекомендую держать аппликатор носиком вниз. Но так как у меня стаканчика нету, я буду использовать, у меня это леска. Я сейчас в дороге, поэтому не все под рукой есть. И беру свою основу, снимаю вот этот верхний слой, убираю. И, конечно, обязательно обезжирить. Поэтому я беру, можно спирт взять, и всю поверхность протираем и даем высохнуть. И прежде чем начать работать, объясню маленькие нюансы. Вот это место, где у нас отверстие, где будет крепиться ремешок, не ремешок, цепочка, нам надо подклеить стразы так, чтобы край вот страз не заходил вот за отверстие, иначе будет мешать и камни будут отваливаться. Ну, конечно, одного размера камня мы тоже подклеить не можем. По мере возможности будем подклеивать как можно ближе, но при этом, чтобы грани не выходили вот за это, в это отверстие. И также будем делать вот края. Например, мы можем подклеить один камень, второй камень. И вот здесь у нас будет немного места. Здесь лучше подклеить маленький камень, чем подклеивать так, чтобы это все выходило за пределы сердечка. Но в процессе работы буду все объяснять. И чтобы у меня ничего никуда не убегало, я подклею двухсторонний скотч и закреплю на поверхности. Мне сейчас надо будет именно обрабатывать вот это отверстие. Беру клей, еще раз все протираю, все быстро высыхает, и здесь начинаю клеить камни. Сейчас покажу, как я это делаю. Ну, во-первых, я нанесу клей вот так по диаметру отверстия. Немного стараюсь его размазать и начинаю подклеивать. Как я уже говорила, чтобы у нас ничего не выползало. Вот здесь большой камень, чуть поменьше. Так, что-то мне тут мешает. Вот. Если мне не хватает клея, я добавляю. При этом все время смотрю, чтобы ничего нигде не выползало. Вот. Можно следующий добавить. Здесь я хочу побольше камень. И все вплотную. Это очень важно, чтобы у нас не было никаких пустых мест. Вот здесь совсем маленькие надо. Вот. Можно добавить и здесь. Вот здесь на край совсем маленький. Вот. Вы видите, у нас все получается вплотную. И все красиво. Ну и так работаем дальше. Если нам хочется камень побольше, не боимся, клеим. Так, сразу я проверяю, чтобы здесь ничего не торчало. Так, это камень большой. Берем поменьше, вот сюда. Нет, еще поменьше надо. Так, вот пинцета у меня с собой нету. Я в дороге, пинцет забыла взять. Но ничего, как прилечу на место, я пинцет приобрету.
И вот здесь тоже надо подобрать камень. Не большой и не маленький. Вот как раз вот этот у меня все подходит. Так, это большой, вот сюда поменьше. Вот, как красиво все у нас получается. И продолжаю работу. Вот я сняла, чтобы вам специально показать. Вот у меня ничего нигде не цепляется. И сейчас могу продолжать работу. Обязательно начинаем работу именно с краев. Так, клей немножко отошел. Вот с краев начинаем, чтобы затем нам не подгонять именно края. Середину мы всегда подогнать можем, а края не всегда удобно. Поэтому так, у меня тут упало. Вот, и сюда совсем маленький, маленький, маленький. Вот он. Так, камешек покатился. Так, побольше. Здесь мне хочется побольше камень добавить. Вот, я это сделаю. Ой, так, так, так. Сейчас я уже заклеила все места, где у меня был клей. И вот сейчас мне хочется что-то покрупнее здесь. Сначала я примеряю. Вижу, что мне подходит. Наношу клей. Вот, нанесла клей. И подклеиваю. Вот здесь у меня как раз вот этот большой камень сюда прямо садится. Вот. И затем начинаю подбирать остальные. Вот, идеально сюда все это садится. Ну, по мере работы вы уже будете понимать, какие камни вам нужны сюда. Вот видите, как все идеально сюда подходит. И также вот у меня здесь был камень. Если вы понимаете, что он сюда не совсем смотрится, как бы не подходит, вот я уже подобрала чуть побольше камешек. Вот, и подклеиваю его, вот он прямо вот так же садится. Так что в процессе работы, вот здесь у меня сейчас ничего не двигается, все зафиксировано. И теперь уже, когда у нас есть основа, можно в процессе работы что-то менять, что-то добавлять. Вот здесь мне надо камень побольше. Мне хочется в середине как-то большие камни. Во, идеально садится этот камень. Поэтому я наношу клей. Вот так стараюсь и немного, и немало, чтобы камень приклеился. Вот, вы видите, как он идеально сюда садится. И продолжаю работу. Вот и тут снова у нас край. Мне хочется добавить большой камень. Вот я его примеряю. Вижу, что тут еще чуть-чуть места есть. Можно или этот, или чуть-чуть поменьше. И затем в середину у меня там еще один камешек влезет. Но помним про края, чтобы у нас ничего не торчало. Вот, у меня подклеен. Сюда мне идет маленький камень. И вот здесь между ними подклею. Вот мне вот этот размер вот идеально подходит. И вот вы видите, ничего здесь не цепляется. И все у нас красиво лежит. Теперь беру камень поменьше. Вот я его приклею сюда. И у нас как бы получится немного места тут с краю. Поэтому также подклею другой камень поменьше. Вот сначала большой камень примеряю. Все, чтобы у нас ничего не цеплялось. И сюда так, это поменьше. Именно в процессе работы вот подбираем все. Так, проверяю. Вот пальцем ничего не цепляется. При этом у нас все подклеено. И продолжаем работу. Ничего сложного. Так, здесь мне хочется камешек поменьше. Возьмем 16 размер. Я уже их всех по размерам знаю. И продолжаем работу. И вот снова я примеряю большой камень. Вот он у меня идеально садится. И остается там маленький кусочек. Вот здесь будет
совсем-совсем маленький камешек я добавлю. Вот, вы видите, между камнями никакого расстояния нету. И туда совсем-совсем, вот сейчас найду самый маленький, вот он. И в середину. Вот снова у нас все красиво ложится. Так, там поменьше, чтобы рядом не было одинаковых камней. Хотя можно и одинаковые, ничего страшного. Но все же просится сюда чуть побольше. Эта работа такая кропотливая, но, вы знаете, это стоит, наверное, того. Вот. И продолжаю работу. И когда вы уже подходите к другому краю, вот здесь в середине остаются пустые места. Здесь уже сразу все примеряем и тогда только наносим клей. Потому что если мы выровняли все края, если не примерим заранее, то у нас получится, что мы будем проталкивать их, и они будут двигать друг друга на край. Поэтому все примеряем. Вот здесь я сейчас, вот она мне идеально, вот этот размер сюда подходит. Наношу клей и подклеиваю. Вот, все вымеряю, чтобы нигде ничего у меня не цеплялось. Если здесь у меня остается маленькое местечко, также маленьким стразом мы все это заполняем. Хотя вполне достаточно вот этого. Вот снова у нас здесь появилось пустое место. Примеряем. Идеально подходит. Вот теперь наносим клей и подклеиваем. И так заполняем всю оставшуюся вот эту, здесь что у нас уже не подклеено. Вот что у меня получилось. Все ровно, нигде ничего не цепляется. И теперь мне осталось заполнить вторую часть. Здесь можно, если кто хочет, подбирать те же самые камни, но это не стоит делать, потому что это будет слишком долго и кропотливо. Можно также подклеить по подбору, никто сравнивать не будет. И мне осталось сделать это. Я сделаю и вернусь к вам. Вот что у меня получилось. С двух сторон я все подклеила камнями. И сейчас можно собирать. Вот, сейчас я попробую одеть. Вот он собирается. И сюда же одеваем цепочку. И сейчас надо как-то это соединить. У меня нету второго инструмента. Я попробую сделать одним. Но не совсем это получается. Не хочется портить маникюр. Но я надеюсь, вы поняли, как это сделать. Вот, и два этих края нам надо соединить. Сейчас буду искать, чем это сделать, так как в дороге у меня нету инструментов с собой. У меня в ход пошли маникюрные щипчики, но вы, конечно, так не делаете. Так, не получается. Вот, так, еще чуть-чуть. Да что ж такое, не удержать. Нужны нормальные инструменты. И соединяем все. Вот у меня почти получилось. Буду еще что-то делать. Но вот примерно вот так должно получиться. Ну вот, у меня получилось все соединить. И вы видите, какой прикольный брелок у меня получился. У меня есть еще несколько таких оснований. И на днях, возможно, покажу, как сделать букву. Чтобы почистить немного наши пальцы, берем спирт и ваткой, вот вы видите, как все начинает блестеть. Ваткой все зачищаем. Вот такая красота у нас получилась. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен. Вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.